Здравствуйте еще раз. Тема моего сегодняшнего семинара – это мое учение о Боге. И подтема фактически, или направление, так скажем, по управлению – это есть организация счастья. То есть в данном случае мы имеем в виду, что учение о Боге и уровень счастья – это есть уровень, на самом деле, учения как такового, то есть потому что Бог – это и есть счастье, по сути. И когда мы говорим об организации счастья, то здесь следует рассматривать такой аспект, что, например, в действии Бога, да, любое действие – это есть действие счастья, то есть потому что Бог действует от уровня счастья, от счастливого уровня для человека, ибо Он – создатель человека. В связи с этим, когда мы говорим, например, об уровне организации, управления, то получается, что организация счастья для человека – это есть уровень достаточно технологический, когда он понимает, что делает Бог в момент действия. То есть для человека организация счастья может быть технологией на самом деле. И в связи с этим, когда мы говорим о технологии, то получается, что стремление человека к Богу – это есть организация технологии выделения именно счастья Бога уже. Получается, что здесь Бог достаточно близко, иногда максимально близко для некоторых людей приближен к человеку, потому что выделение счастливого действия – это есть, вообще говоря, выделение, например, здоровья, это может быть выделение какого-то благоприятного события и так далее. И когда мы рассматриваем именно уровень передачи данных знаний, то есть распространение информации о счастливом действии или о действии счастья, то получается, здесь мы видим динамичное проявление Бога, прежде всего, когда мы хотим это показать другим. То есть в данной технологии умение, например, показать другим и умение, например, распространить, это есть прежде всего контакт с Богом, то есть как Бог дает показать, например, собственное счастье. Когда Бог показывает собственное счастье, человек видит свою душу счастливой. И в этот момент мы видим, что для того, чтобы, например, иметь именно вечное развитие, именно технологию вечного развития, то получается, что здесь мы должны прежде всего иметь в виду, что в вечном развитии такая техника, как организация счастья, это, в общем-то, техника должна быть управляемая. То есть человек в условиях, например, бесконечного развития должен иметь возможность структуры именно счастья, соотносимого именно с счастьем Бога, выделять как уровень свой собственный. То есть в вечном развитии человек должен ощущать то же самое, что Бог в момент создания данного человека. И получается, вот это вот действие Бога, изначальное действие, ведь до создания есть действие Бога, а оно изначально счастливо для человека. Получается, человек как бы заходит за границы своего создания, и вот этот свет создания, да, предсоздания человека, он распространяется на его дальнейшую жизнь. То есть свет фактически Бога самого. И когда он этот свет начинает как-то распространять на себя в виде технологии, то он получает, во-первых, полное тогда уже здоровье в событийном уровне. То есть в этом случае событие озаряется светом Бога. И получается, что событие не может иметь, например, отрицательных каких-то конфигураций для человека. Потому что человек все время видит, уже получается, зрением Бога, фактически так же, как видит Бог, видит свет его собственного создания. То есть он видит ту гармонию, которая существует во всех именно вещах вместе связанных причем. То есть он может понять структуру всех вещей в счастье собственного самовыражения, получается. И когда отсюда он начинает распространяться, как бы в свое будущее, то получается, что будущее для него это, как конструкция в оптике, так скажем, эта система будущего человека выглядит как уровень, как бы наплывающий на него, но от Бога именно. То есть вот, чтобы различить действия, идущие от Бога, от действия, например, идущего от, как бы неточного, да, уровня знания Бога, здесь нужно именно критерий, принцип счастья распознать прежде всего. То есть вот эта надвигающаяся, так называемая плоскость как бы внешнего управления, так скажем, в этом случае она всегда имеет сфероидальную форму, то есть там нет плоских систем и плоских фигур. То есть вот чисто критериально, как бы технологически все очень просто. Там нету плоскостных фаз.
И когда вы начинаете распознавать в будущей системе именно многомерные, ну, больше как бы трехмерно выпуклые фазы управления, то вы видите себя, значит, где вы находитесь именно в счастливом уровне знания Бога о вас. То есть Бог о вас знает всегда по вашему счастливому уровню развития. И когда Он это знает, вы стараетесь идти к тому же. То есть вы уже идете как бы не просто через, например, ну, там, духовный контакт с Богом или о уровне, например, действия души, но вы уже идете, вообще говоря, технологически. Ведь знание — это определенная технология, как правило. И получается, это все равно, что там, считывать какую-то книгу одновременно, например, с Богом, да, и стараться понять Его знание о вас. Здесь технологический принцип, опять же, очень прост. Любая информация созидания для Бога — это есть Его личное счастье. Считывая какую-то книгу, посмотрите, как Бог вообще ее читает в данный момент. Или вообще любую информацию. Это относится к любому уровню. Ну, проще работать на уровне, например, плоский лист, переводится в многомерное мышление. Как это происходит, да? Плоский текст, казалось бы. И получается, вот контакт текста со зрением, если говорить о зрении Бога, это есть реализация событий изначальных и следующих. То есть это есть счастье самовыражения Бога. И когда вы начинаете глубину именно счастливого уровня Бога видеть как личное, ну как бы бытовое, что ли, действие, да, в том числе, то вы видите, что быт насыщен именно счастливым действием Бога. И там всегда есть путь каждому человеку. То есть в любых там безысходных, казалось бы, ситуациях, значит, или, например, когда мы рассматриваем ситуации, когда они, например, безысходные с точки зрения, например, логики человека, но с точки зрения Бога такого не бывает. Бог всегда может как бы сменить, да, структуру управления. То есть для него, в принципе, понятие безысходности, по сути, как бы человеческое не должно существовать. По глубинному уровню Бога у него, вообще говоря, нет такого. То есть получается, чтобы, например, человек в этом плане в уровне счастья не различался, например, с Богом, он должен иметь одновременно счастливое действие, то есть выявлять счастье со скоростью выявления счастья Богом в его самопознании. То есть Бог в этом случае себя познает. Бог себя познает через счастливое действие. То есть он считает, что критерием, например, его познания, критерием нормы, да, его действия, его счастья или, вообще говоря, развития является то, что он рассматривает обратный, но счастливый импульс. То есть он, например, дал человеку здоровье, человек возымел счастье, и это есть правильно. То есть, чтобы Богу контролировать как бы, именно устойчивость развития, благоприятность развития какой-то системы или всего общества, ему достаточно бывает только один критерий счастья одного человека выявить, и тогда получается, что в целом можно понять, как развивается эта система. Это, в общем-то, достаточно мощная диагностическая система для глобальных систем управления. То есть, если вы хотите рассмотреть социальный процесс, или вообще говоря, вот где-то идет шторм, и рассмотреть, как он будет распространяться, как вообще его остановить, то достаточно выявить структуру счастья в будущем от только одного человека. Ясно, что шторм его не задевает, и тогда вся картина уже понятна. Да? На духовном уровне ясно, что ничего отрицательного не произошло. Здесь дух познает реальность физическую так же, как вы познаете логикой. Вот здесь действия духа и логики человека, они совершенно совмещены. И получается, что, например, можно духовным импульсом сразу понять ситуацию, но уже так, как понимает логический уровень. То есть вы переводите фактически уровень познания логически на уровень духовного действия. То же самое может делать Бог. Он может переводить логику на духовный уровень или, например, работу души на уровень духа и так далее. И получается, что вы приближаетесь в счастливом уровне самовыражения, в обнаружении как бы, да, уровня счастья, в общем-то, в определенном даже поисковом действии. Ведь для этого достаточно в уровне поиска обнаружить счастливый уровень. Если его, например, нет в системе, да, то можно ввести за счет управления. Тогда получается, вы за счет одного импульса счастья выравниваете целую систему, то есть не даете урагану там, достигнуть границ там, территории, там, населенных пунктов, предположим, да? Или не даете возможность ему там, выйти на каких-то
людей, чтобы принести вред и так далее. То есть система управления через счастье — это достаточно мощная система управления через единичный импульс всего лишь навсего. Ведь человек, он не может быть счастливым, если какая-то проблема, да, вокруг, по сути, не может быть счастливым. Поэтому получается, что выявление именно истинного счастья — это есть все-таки уровень все-таки божественного счастья. То есть когда человек хочет выявить счастье, он должен тогда все равно смотреть на Бога. Потому что человек может какими-то домыслами сказать, что да, хотя достаточно, например, плохо, но он, например, счастлив логически, по каким-то там его критериям. Но Бог не может дать счастье, кроме как счастья всеобщего. И получается, что все равно путь к Богу. А путь к Богу — это всегда привлечение технологии управления на созидание. То есть путь — это и есть привлечение. Вот в технологиях счастья движение как бы от вас, да, в сторону управления — это есть движение к вам, но уже божественная мысль, божественного действия. И получается, например, особенно в сложных состояниях, когда человек, например, долгое время находится в сложном состоянии, при различных, например, заболеваниях, например, когда человек имеет какие-то особые проблемы, то выявление структуры именно счастливого действия для данного человека, но уже от Бога, это есть конкретный механизм излечения данного конкретного человека. Если нужно экстремальный уровень, как бы разовый уровень мгновенного действия, то есть, предположим, чтобы не произошла там какая-то катастрофа, например, там автомобильная, да, или там авиакатастрофа, то нужно уровень счастья, то есть именно в оптическом выражении, как бы сферу счастья, взять и волевым усилием, лучше со стороны сердца, вывести возле объекта. То есть там уже человек не дифференцирует, он просто знает, что он делает, вводит уровень именно счастья, счастливого действия или счастливого исхода, да, так скажем. Именно исход, исходящий от вас. И исход самой ситуации. То есть исходящий от вас и исход здесь уравненная система. Так же, как счастье человека и счастье Бога — это уравненные системы по макроспасению, во-первых, так скажем. И получается, что вы можете видеть, что тем самым вы регулируете ситуацию. То есть достаточно вашего счастливого знания об исходе, и знание регулирует ситуацию. То есть опять ваше знание, да? И ваше знание, оно передаваемо в этом случае людям практически на уровне информации всего мира, кстати. То есть человек, который, например, вас в данный момент не знает, но находится в самолете, он может быть спасен, потому что вы эту сферу вывели. Предположим, чтобы долетел самолет, имеющий какие-то там проблемы, надо таких сфер побольше ставить возле самолета, и все. И он будет более как бы резервирован, что ли, в безопасности полета. И также такие же системы может ставить возле человека. Именно, например, счастье можно ставить, там, восприятие Бога, что человек пойдет истинным путем, например, вечного развития. Просто выделить эту сферу в информации и выставить где-то возле тела человека, физического тела причем. И вы увидите массу технологий, которые будут показывать вообще, как вам, например, на человека смотреть, да, например, там, внутренним зрением или же зрением физическим. И здесь вы можете увидеть, что вот в элементе именно истинного счастья для человека вы практически полностью входите в уровень очень глубокого единения с душой Бога, по сути. Именно с личностью Бога, где Бог может быть проявлен и душой, и духом, и физическим телом. То есть вы начинаете понимать действия Бога как идущие от человека, хотя знаете, что Он Бог, например. И при этом вы начинаете видеть, что Его счастливое действие — это есть ваш собственный путь. Для Него это и есть счастливое действие, ваш правильный собственный путь, именно вечное развитие. И отсюда видно, что когда человек, например, исходя из своей вечной структуры развития, то есть когда он знает, что он может развиваться вечно, начинает иметь знания, как бы идущие к нему, или знания к себе, так называемые знания свои, и поэтому применимо больше слова «к себе». То есть свои же знания, идущие от Бога, правда, но они именно ваши. То есть он может выделить свой индивидуальный путь в этом случае. Тогда получается, идущие к вам знания — это есть изначально ваши знания. То есть вы понимаете, что Бог дает именно вам. То есть что вы можете сделать, и, например, что можете сделать только вы, предположим, да? Когда вы видите этот уровень, вы видите, что знания, они всегда счастливые. То есть Бог дает всегда те знания, которые обладают
именно как бы счастьем вечного развития. Когда вы начинаете в эту структуру знаний входить, то вы видите любое выражение любой вещи в этом мире, любого действия, любого объекта, как действия, идущие как бы от Бога и одновременно к Богу. То есть Бог фактически смотрит на вещи, в том числе, ну, как бы на уровне оптики это выглядит так, как будто бы с другой стороны. То есть если есть некий объем информации, да, например, там, монитор компьютера, то можно смотреть на него глазами физическим зрением, но зрение Бога — это внутреннее, как бы, что ли, пространство, да, данного уровня управления. То есть это то, что происходит в компьютере, вообще говоря, с точки зрения Бога. То есть вы начинаете понимать, как вообще Бог видит данный объект информации. И как только вы начинаете своей мыслью соприкасаться с мышлением Бога, вам становятся тогда понятными действия по отношению к компьютеру. Они, в принципе, и так понятны, там, да, можно набрать текст или там, выйти в интернет, в общем, совершить любое действие, которое позволяет данный компьютер, да, например. Но ведь когда мы говорим о человеке, то человек — это бесконечная величина, он действует так же, как может действовать, например, в каких-то ситуациях Бог, или он может научиться действовать так, как действует Бог, по крайней мере, в структуре вечного развития. И когда вы начинаете это видеть, то вы видите четкое отличие, почему человек, например, вечен, да, а, скажем, там, компьютер, как осознанная система, чтобы быть вечной данной системе, эта система, она должна развиваться так же, как развивается человек. То есть компьютер, вообще говоря, любая техническая система, эти системы должны развиваться в сторону, получается, человека, но ни при каких условиях не нарушая уровня бесконечного развития человека. То есть здесь возникает уровень гармоничного развития человека в бесконечном времени, то есть именно в мире вещей, так скажем, да, в мире каких-то объектов информации, в мире действий. То есть вот в мире бесконечное количество действий. И получается, что каким образом, ну, точно гарантировать человеку, что он там через миллионы лет, например, да, когда он достиг системы полного управления, не попадет в какую-то историю, да, из-за внешних событий. Ну, тот же ураган и так далее. Да. Тогда, получается, гарантировать можно только в том случае, когда человек понимает систему взаимодействия вещей, объектов информации и человека, прежде всего. Потому что, в принципе, между людьми, по сути, это проблем, вообще говоря, нет. Потому что созданный по образу и подобию Божьему человек, он не может принести, ну, как бы осознанного, так скажем, да, вреда, или, по большому счету, он с точки зрения счастья, он не может принести вреда. Вот, когда люди это поймут, они будут понимать, что человек для человека он не опасен. Вопрос в том, что есть внешние объекты информации, вот, которые могут представлять проблему, пока они не управляемы с точки зрения создания вот именно мира. Потому что в бесконечном развитии, когда люди откроют уже свои души на уровень именно бесконечного развития, и практически у многих уже сейчас они открыты, по сути, по глубинному счету, они у всех всегда открыты. Только как бы не каждый, да, эти знания осознает по логике. И если их нет, то их можно, в принципе, добавить за счет там, технологий бесконечного развития. То есть это, вообще говоря, не проблема. Либо они есть, там не очень раскрыты, либо они не применяются не в том направлении, либо их можно добавить просто как обычное знание, там, считать с книжки, например. Поэтому проблема состоит не в том, ну, в данном случае проблема не в человеке получается, как это бывает, в общем-то, как это, может быть, даже иногда необычно, да, воспринимается такая формулировка, но когда мы говорим о счастье, именно божественном счастье, то проблема не в человеке. Потому что, как я уже сказал, это изначально счастье самого Бога, создание человека. И получается, здесь состоит вопрос именно управления как бы внешними элементами информации, то есть какими-то вещами, машинами, технологиями и так далее. Тогда нужно знать структуру доступа Бога к данному процессу. Вот с точки зрения Бога, Бог развивается, и для него нет, вообще говоря, проблем, какие бы там ни было машины. То есть он умеет управлять системой с точки зрения своего присутствия или действия, да? То есть физического присутствия или действия, например. И получается, что для человека нужно просто выработать такой же механизм отношения к вещам, причем к тем, которые он сам производит, например, своими физическими руками. И тогда получается, что, или если даже роботы, да, производят, но не суть важно, но как бы в мире бесконечного количества материи, физической материи.
Если считать, что бесконечное развитие приводит к тому, что возникает бесконечное количество физической материи, то, например, поставить вопрос так, что все внешнее пространство — это какая-то ограниченная величина. Ну, к примеру, теоретически, экстраполировать как бы вероятностную величину. И получается, что количество вещей может быть в бесконечном времени настолько большим, что тогда где вообще место, да, передвигаться там бесконечному количеству людей? Ну, чисто такая как бы вероятностная задача, скажем, да, условная достаточно. То тогда получается, что человек, чтобы в этом уровне развиваться, он должен иметь все-таки счастье взаимодействия с другими элементами мира, да, с другой информацией. И, кстати, при излечении от очень сложных заболеваний именно элемент отсутствия, как бы, ну, скажем так, развития событийного плана, когда как бы идет уплотнение внешнего, да, пространства, вот именно умение разряжать это пространство дает как раз жизнь человеку. Потому что здесь система, в принципе, аналогична, просто в данном случае работает дух, когда мир физических вещей разрежен. Когда мы говорим о истинных технологиях вечного развития, то счастье — это есть действие одновременно и на физическом, и на духовном уровне, и на уровне, кстати, счастья души. Вот понятие счастья — это всегда в первую очередь рассматривать счастье все-таки души человека, ну и Бога одновременно, да, но в этот момент Бог может находиться там, например, там, в каком-то, может быть, даже другом месте, но тем не менее, когда души Бога и человека счастливы, то они вместе вот, в уровне счастья. Получается, что здесь вот главное все-таки действие по миру вещей, и тогда возникает, ну, как бы третий уровень, что ли, реальности, которые говорят о том, что вещи должны быть одухотворены человеком, то есть они должны иметь тот же уровень действия, то есть человек должен рассматривать какую-то вещь, тот же монитор компьютера, не только там физическим зрением, а должен еще реагировать душой, то есть духом, сознанием, ну, как бы всей структурой личности. То есть это не просто там некий монитор, а это есть уровень, естественно, бесконечных связей, человек должен уметь контролировать как бы с этой стороны. Тогда он видит на уровне действия Бога, что действия Бога и человека совмещены. То есть действующий как бы по оптике иногда, ну, в первом приближении, так скажем, в первом уровне восприятия, с другой стороны, ну, как бы со стороны всех связей, так скажем, да, на компьютер, Бог, естественно, понимает и распределяет управление по данному компьютеру, в том числе в отношении себя, кстати. И когда получается, что человек смотрит на данный компьютер, он ведь все равно в определенном уровне стыкуется с действием Бога. Там, согласен он или он там как-то иначе хочет рассмотреть свои действия. То получается, когда человек видит все действия человека, то задача человека в работе не только с компьютером, а вообще с любой как бы, системой, именно не относящейся к человеку, так скажем, это есть действие по, значит, такому уровню, что в пути к Богу человек управляет вещами. Вот так это выглядит, ну, в общем-то, в первом, скажем, приближении. И когда вы рассматриваете уже второе, там, следующее приближение к управлению, то получается, что в элементах именно счастливого развития собой, в элементах счастья можно допускать такую, в общем-то, ну, как бы роскошь, что ли, в управлении, как элемент приближения к точности. То есть в некоторых системах, например, нельзя допускать, да, неточности, надо сразу есть однозначно. В структуре управления через организацию именно счастья, счастливого действия или распространения счастливого действия или того элемента, как научить этому, можно делать приближение. Но в данном случае любое приближение будет точным действием. Вот здесь есть очень элемент такой своеобразный, как четко выявлена система отсутствия ошибок человека. То есть, по сути, по образу и подобию Божьему человек имеет возможность не ошибаться. И если он, например, делает какое-то действие, не обязательно это ошибка. Это, возможно, действие структуры внешней реальности, тогда он должен просто научиться взаимодействовать с внешним миром, как бы как автономная, скажем, величина, которая находится в системе своих задач, и тогда он должен четко увидеть границу между внешним миром и собой, получается, в действии, не на физическом в данном случае уровне, а именно на духовном. И когда он это начинает видеть, то
видно, что физический уровень, он у человека бесконечный. Вот бесконечное развитие жизни человека, получается, гарантирует бесконечный уровень развития его физического тела. Причем, ну, имеется в виду такое же, естественно, тело у человека, как обычно, но при этом бесконечная величина тела — это есть как бы некая константа, некая в общем-то, субстанция, которая, получается, что она выявлена именно как свет, имеющий бесконечную природу, но идущий от тела человека. То есть здесь можно выявить структуру физического тела человека, где есть свет Бога, идущий, например, к человеку от момента его создания, и тогда тело излучает божественный свет, то есть как он создан Богом. И получается, что излучение, ну там, свечение, скажем, такого тела уже дает ему возможность вечного развития. То есть перед ним открыто практически вечное пространство развития. Вот такого условного действия, что можно заполнить все каким-то материальным уровнем, такого не существует в данном действии. То есть как только мы постигаем человека уже на уровне именно, ну, как бы фундаментальных величин внешней реальности, физического мира или там внутренней реальности, то получается, что человек это есть бесконечная величина, потому что бесконечность, вообще говоря, видна. Вот даже можно ощутить это физическим зрением. Это как давление как бы света, идущее от человека. И видна бесконечность его физического тела в уровне взаимодействия с внешним миром. То есть, когда вы в эту позицию входите, управление, то видно, что тогда получается, что, естественно, можно там любую болезнь, например, излечить, да, любую ситуацию преодолеть, потому что человек имеет бесконечное развитие в физическом мире в том числе. Вот здесь на духовном уровне очень четко понимается, что человек на физическом уровне имеет бесконечную систему развития, потому что он изначально счастлив, ибо он создан Богом в счастье божественного создания. И когда вы, ну, такой как бы первородной, да, истине человека начинаете приближаться, то получается, что вы вполне можете, уже выйдя на, как бы, на бытовой уровень восприятия своего физического тела, очень четко нормировать ну, там, какие-то физиологические процессы, то есть восстанавливать просто здоровье свое или там, других людей, просто бытовыми действиями, обычными. То есть вы начинаете видеть, что другие элементы реальности, они тоже обладают светом счастья, правда, уже идущего в первую очередь от вас, то есть вы начинаете видеть, где ваше счастье в данном там, предмете, в данном объекте информации. Почему? Ведь получается, что многие люди, ну, например, привязаны к каким-то конкретным вещам или там, к животным, потому что есть постоянный источник вот этого счастья, идущего, вообще говоря, от них. Опять же, я говорю о том, что человек в данном случае это совсем иная система. Человек — это есть изначальная бесконечность. То есть человек один для другого — это уже изначальное и бесконечное счастье, по сути. Но когда мы начинаем анализировать структуру, ну, как бы неблагоприятного действия, как же тогда они рождаются в случае там, работы в этом механизме. Да? Но в данном случае я говорю о формировании счастья или об, например, системе организации счастья как элементе управления. И когда люди это понимают и делают счастливые действия как технологические, тогда получается, что они не дают возможности там, другому человеку проявиться как бы неблагоприятно. То есть они, вообще говоря, совершают момент управления. И получается, что когда вы, например, делаете данное управление, то вы тем самым прибавляете другому человеку просто счастье, то есть событие. Ведь счастье — это бесконечная величина для действия. И когда вы действуете счастливым уровнем, то другой человек, так же, как я говорил, что Бог проявлен в любом уровне информации, то можно видеть действие, счастливое причем действие Бога по отношению к данному человеку. То есть вы, кроме счастья, получается, ему ничего не можете принести в своем управлении. Вообще говоря, вся система моего учения, она так и построена, что любым действием вы через макроспасение всегда приносите уровень как бы следующего, в общем-то, фактора, что ли, его личного счастья. То есть вы даете ему следующий уровень познания. И когда уже технологически вы работаете просто на том уровне, что вообще нужно делать, чтобы там, быть, например, счастливым, да? Что сделать, чтобы другой человек был счастлив. Ведь в технологии вечного развития это достаточно необходимая величина. Человек может исчерпать как бы, возможные уровни, например,
ну, какого-то профессионального действия, то есть он может изучить за очень длительное время там, возможные величины, которые его интересуют профессионально, предположим, а тогда он должен формировать счастье технологически. То есть у него, получается, может быть такая ситуация, что он просто вынужден будет технологически формировать структуру собственного счастья. И при этом он должен делать так, как делает Бог, потому что здесь вот есть как бы одно такое ключевое, в общем-то, звено, что Бог, который может все делать, и вообще любой элемент ему подконтролен, элементом счастья делает структуру его собственного создания. В этом есть определенная разница. Бог создает счастье, а человек может в первую очередь формировать счастье. И когда вы, например, ставите именно задачу создания, то есть здесь видно, как различается Бог и человек в действии. Вот чтобы в уровне бесконечного развития не было такого различия, ну, по крайней мере, хотя бы с точки зрения вечного развития, получается, что задача формирования – это и задача создания счастья для других. То есть человек может в первую очередь создать счастье, получается, для других. И отсюда ну, ясно, что в социальном уровне человека есть социально проявленный, как бы, что ли, уровень информации, где, прежде всего, в социуме стоит развитие именно там других поколений, развитие там цивилизации, и поэтому ясно, что человек поэтому и живет в социуме. То есть его система развития, она именно так и направлена, что он должен развиваться в социуме, потому что он должен создавать для других счастье. При этом он уже тогда может создать свое собственное счастье через формирование счастья для других. Вот если можно сказать, что можно создать объект информации в управлении, да, то вот понятие создания счастья – это есть обобщенное фактически счастье. То есть получается, что человек может быть счастлив с точки зрения того, что он создал счастье, только тогда, когда другой счастлив. То есть получается, что вот здесь также выявлена именно эта задача всеобщего счастья, там, например, там, всеобщего воскрешения, всеобщего благоденствия и так далее. То есть, потому что тогда он уже приближен к Богу, когда он может создавать. А в данном случае, чтобы создать, он должен охватить, вообще говоря, весь мир благоприятного именно управлением. И получается, что когда вы именно сводите именно задачу к благоприятному управлению, то здесь уже начинают вырисовываться вообще четко совершенно видны совершенно конкретные технологии. То есть понятие, например, благоприятного действия или там, счастливого действия, где счастливое выше, чем просто благоприятное. Да? Здесь технология направлена на фактически постижение Бога в его уже элементарном, как бы в частном действии. Вот если задаться вопросом, например, Бог как личности, вот что в частности его интересует, то здесь можно рассмотреть и этот ответ тоже. То есть здесь можно видеть, что в конкретном случае значит, личность Бога интересует. Ну, то есть Бог поставил задачи, например, да, перед человеком, понятно, человек, например, их понял, а дальше он хочет рассмотреть вот с точки зрения личности вообще, какие интересы у Бога здесь просто, как у человека, например, да, то в структуре именно счастливого взаимодействия он может эту информацию познать. То есть если там человек, предположим, рыбак, то, возможно, Бог тоже рыбак, да, там, и он может рассмотреть, как тогда, получается, как Бог ловит рыбу, то есть что он вообще с ней делает, да. Вот выявление личностных задач Бога – это есть путь счастья человека, то есть счастливый путь человека в том числе. Но существует такой уровень, как именно путь действительно счастья, то есть как объем информации. И этот объем, он как бы часто очень просто виден перед человеком. То есть это, знаете, как вот разматывается там, есть, например, в сказке о ковре самолете, там ковер размотался, и вот он там, человек взял и полетел. Да? Достаточно удобно, все-таки это самолет, не просто ковер, то есть некие преимущества. Да? Вот этот путь с определенными преимуществами, это есть уровень, который перед человеком очень четко открывается. То есть вот эти так называемые счастливые, да, развертки, так скажем, да, или путь счастья там, личного, как именно конкретного человека, это есть то, что человек, вообще говоря, имеет, по сути, всегда, особенно в детском возрасте. И он, вообще говоря, вполне может выбирать, что он, например, хочет выбрать, ну, например, там, для себя. И вопрос только в том, что не каждый человек, например, этим путем идет.
Вот. И это его личный выбор. Вот именно когда человек выбирает уровень счастья, то там не существует, вообще говоря, каких-то 3 дорог там, или больше, там всегда только один путь. И если человек отказывается, он отказывается всегда сознательно, практически на уровне духа сознательно. То есть он, например, может выбрать какой-то путь, но он считает, что да, и там видно, что это раскручивается, именно, разматывается вот эта ситуация именно счастья, некая нить, да, которая приводит всегда к хорошему исходу. Но человек, например, выбирает что-то другое, тогда получается, что он сознательно выбрал некое иное действие. Это не говорит о том, что это неправильное действие. С точки зрения Бога человек совершенно свободен, он имеет право выбрать любое действие. Так вот, чтобы обнаружить, чтобы в любом уровне развития собственный ваш путь был счастливым, вам нужно, получается, самостоятельно как бы воспроизводить уровень, аналогичный тому, что вам дает Бог. То есть как бы развернуть дорожку, но уже от себя и свою собственную. Получается, внешняя дорожка – это обучение, фактически, да, в данном случае. Вы должны понять, под каким углом она откручивается, и как бы проекцию, подобие, как в геометрии, просто перенести в свою систему управления. То есть это, кстати, очень простое действие на уровне физики восприятия каких-то элементов оптики. Вот есть закрученный там уровень счастья, который разворачивает Бог, причем эти уровни, вообще говоря, не везде. Практически человек по ним в основном-то и идет. Поэтому он, в общем-то, достаточно многое, по сути, все равно имеет по уровню доступа, например, к информации. Кроме доступа к информации, там, он может управлять именно реально и так далее. И получается, что здесь вот развитие собственной структуры счастья, как бы воспроизведенной по делу, да, в действии, это есть специальная задача, которая позволяет человеку быть свободным совершенно и при этом действовать счастливо там, для себя, для других. Но вот это вот особая специальная задача, когда счастье другого человека, это есть как бы внутренняя задача, прежде всего, другого человека. И понять задачу на уровне человеческого восприятия, это значит понять задачу все-таки Бога по отношению к данному человеку. Другой человек счастлив, когда он выполняет задачу Бога, и как бы войти, вникнуть в эту задачу, это есть глубина души. То есть, по сути, получается, чтобы реально другому человеку помочь, надо на уровне именно как бы максимальной глубины души познать действия другого человека. И это есть покой, да, в отношениях, как бы именно спокойное отношение, то есть познать уровень истинного покоя, когда другой человек спокоен, то есть вы ничем не можете его потревожить. И также действует и Бог. Он всегда действует с точки зрения того, что когда Бог приближается к человеку, человек успокаивается. И тогда вы начинаете видеть структуру в действии. То есть иногда Бог, конечно, так дает знание, что человек, наоборот, эмоционально, например, первично, да, воспринимает, но, тем не менее, имеется в виду не просто какой-то там психологический покой, а именно покой действия, то есть покой, как бы, который расширяется в бесконечность, он постоянно увеличивается тогда в бесконечность, свет идет в бесконечность. И тогда человек видит, как он воспроизводит элемент счастья практически из своего тела. То есть он видит, что его тело – это есть его собственное счастливое действие. Тело – это и есть счастье. Когда он приходит к такому внутреннему пониманию своего тела, да, именно, ну, любого вообще другого человека, он, во-первых, тогда понимает, что он может вечно жить, и для этого есть ресурсы в его теле, причем он понимает уже счастливым осознанием. Это другой принцип понимания, это понимание действия, где будущее обеспечено. Вот счастливое осознание – это обязательная обеспеченность будущего, причем в физическом теле. Вот в этом есть принципиальная разница, что совершенно четко именно структура управления через значит, определение счастья, формирование счастья или, например, через уровень, например, такого социального создания счастья, это всегда обеспеченное будущее человека. И там, на самом деле, ситуация такая, чем больше людей получает счастливый уровень управления в социуме, тем более устойчивый путь самого, вообще говоря, человека. То есть он уже получает, ну, как бы в оптике это выражено так, что множественно отраженные сигналы уже от вот этих так называемых, ну, назовем так, как некие ковровые дорожки от Бога, которые везде есть, именно дорожки, да, счастья, дорожки формирования пути человека, именно счастливого пути. Ведь, по сути, Бог изначально дал человеку и путь счастливый тоже, и поэтому
просто вследствие свободы действий человек как бы выбирает, ну, учится, да, формирует собственную дорогу, и поэтому какие-то происходят неточности вот именно в развитии, скажем так. А получается, что кроме того, что эти дорожки, человек еще сделал управление по созданию, например, счастья конкретных людей, предложим там технологию по излечению людей, например, даже, да. Вот чем больше излечилось, тем больше, соответственно, он получает. Или там не обязательно даже по излечению, вообще по любому благоприятному для человека действию. И получается, любой акт созидания очень выявлен в части как элемент совершенно линейный. То есть многосложные системы созидания очень просты в линейном выражении. Это просто уровень счастья человека. Просто совершенно конкретно, какой он может быть, там, высокий, низкий. И, соответственно, с этим можно четко сказать, вот есть много там каких-то домов, технологий, надо посмотреть, а уровень счастья какой там вообще. Вот если он выявлен, например, конкретно в виде какой-то величины, там, взять в приведенной системе там, от 0 до 10, например, даже, или от 0 до единицы. И вот посмотреть, сколько занимает, там, предположим, позиция, да, например, там 0,75 это хорошо, предположим. Можно так диагностировать любую систему, любое здание. Можно рассматривать любую систему будущего. И при этом подход совершенно универсальный. Рассматриваете вот эту планку счастья, так называемую, то есть там, похоже, на уровне оптики, ну, как некий вариант просто, ну, термометра, так скажем, да, есть столбик и одновременно планка. То есть надо уметь просто увидеть как столбик вертикальный, так и горизонтальную планку. Так называемые, ну, замыкающие планки счастья. Тогда, получается, вы можете вполне смотреть, если какие-то проблемы, то есть она занижена, да, ниже, чем там, 50%, значит, там какие-то проблемы в здании, возможно, где-то трещина. Это не обязательно здание, это может быть диагностика в том числе и здоровья, но здесь надо обязательно прибавлять счастье, то есть вот имеется в виду технология сразу привлечения счастья от Бога. То есть вот критерий счастья другого человека именно в диагностических параметрах, да, это всегда управление, идущее от вас. Вы всегда только увеличиваете счастье. То есть дали управление, сколько нужно, и не надо тогда смотреть на диагностику, лишь бы он был здоров, да, и все. А вот в каких-то технических системах там всегда можно выявить даже конкретно по уровню как бы восприятия счастья просто человека, выявить вообще, где дефект даже. Там, в любой вообще технической системе. Просто-навсего выявляя критерии социального, что ли, проявления счастья человека в этой системе, то есть насколько он счастлив. И тогда получается, что можно, по сути, не допустить тогда войн, если границу вот этого вот счастья действия человека совместить с границей именно той, которую дает Бог. То есть, проще говоря, коврики вот эти Бога взять и совместить со структурой, идущей именно от человека. И тогда получается, что война не может в этом месте произойти. То есть, когда вы начинаете это понимать, то есть вот здесь ясно, что может это сделать даже один человек. Почему я говорю, что даже один человек вполне может спасти, например, мир от какой-то там возможной глобальной катастрофы. Потому что он может в нужной как бы оптической фокусировке всех действий взять и свое действие сонаправить с действием Бога. И все. Тогда отраженная система, она не допустит развития негативного плана событий. Как в линзе все фокусируется в одну точку, достаточно просто усилить, да, оптический фон, сделать отражение, все, не произойдет негативного действия. И система очень устойчива, потому что в отличие от, например, какого-то там, предположим, поплавкового, так скажем, принципа, когда есть некие массы информации, которые имеют, ну, например, действие за счет того, что человек сосредотачивается или там коллективное сознание работает. Структура счастья, вообще говоря, во всем мире существует. То есть здесь нету понятия дна, да? Значит, ограничения никакого нет. Вот если есть структура какая-то деструктивных событий, идущая в виде, ну, некой информации или некого объема информации, то получается вот эти мостики, так скажем, счастья человека можно все время прокладывать на пути этой структуры. Тогда она потихонечку как бы замедляется и рассеивается. И получается, что более того, она конвертируется в счастливое для нее самой действие. То есть получается, другая сторона практически не испытывает проблем. Это, по сути, управление на уровне задач другой стороны от Бога.
То есть она видит данное управление как задачу Бога и просто начинает сознательно где-то работать. Может быть, даже и не в таком отдаленном периоде, часто бывает, что сразу. И когда, например, стоит задача, например, сделать так, чтобы не было взрыва АЭС, тогда получается, что достаточно уровень, в данном случае, вот здесь, когда мы говорим о макроспасении, существует мгновенный переход на любые элементы реальности. То есть уровень следующий. Для любого объекта информации есть определенный уровень, что человек должен жить созидательно, то есть не должен быть уничтожен. И определяется как бы мера, ну, скажем так, похожая на счастье человека, но как бы счастье другого объекта информации. И здесь, в кавычках, конечно, да, возможно, счастье другого объекта. Здесь делается мощный переход в структуру именно атомарную, что атом, когда под контролем, он имеет как бы резерв свой по отношению как бы, к собственному уровню развития. То есть для другого человека, который находится рядом, ну, возможно, даже это и не будет каким-то действием. То есть почему иногда вам приходится решать какие-то, что ли, большие задачи, хотя другие люди, в принципе, они решают, но когда вы можете решить, зачем другим людям, например, да, на это отвлекаться? То есть почему у каждого еще своя задача? И когда вы, например, делаете управление, потому чтобы остановить, да, возможный взрыв там, реактора или там, атомной бомбы или какого-то химического реагента, да, или бактериологического оружия, не суть важно. Вы вполне можете выйти в структуру нормы человека с точки зрения данного объекта информации. И когда вы так делаете, то другой объект информации должен воспринимать человека так же, как, например, в действии вечного развития человек может, например, ну, как бы детализировать, то есть условно назначить, что вот один объект информации это, например, там некий символ А, это символ Б, то есть перевести на логику мышления. А в логике мышления вы вполне можете сделать такое управление, что любые величины допустимы. Допустимо то, что реактор не взорвется. То есть вы придаете логике мышления структуру реального физического управления. И это происходит только в том случае, когда, ну, в данной технологии, когда вы начинаете видеть, что есть для другого объекта информации части человека. То есть счастье как незыблемая, нерушимая граница, скажем, да, реальности. Другой объект не должен или там, не может поколебать счастье, тогда, например, не происходит взрыва АЭС там, или вообще какого-то там трагического события, предположим. Или даже неблагоприятного события. То есть здесь можно выделить структуру, когда каждый индивидуальный уровень реагирует совершенно конкретно. То есть конкретная клетка реагирует так, что вы вполне, например, можете определить путь данной своей клетки там, в бесконечном развитии. Вот структура счастья – это очень концентрированная, по сути, структура. И любая клетка, например, с точки зрения Бога, да, она совершенно индивидуально светится в этом случае. И вы можете ее вполне оздоровить как отдельную клетку. Вот, потому что в этом случае вы не нарушаете абсолютно в организме ну, вообще ничего, более того, вы его, наоборот, активируете интенсивно, потому что вот, ну, на уровне сознания взять и рассмотреть только отдельную клетку какую-то, да, пусть даже здоровую там клетку, и рассматривать весь организм, всегда возникает задача синхронизации. Вот правильно ли человек вообще делает, что он смотрит на какую-то одну клетку, а вообще как тогда другие, да? Но учитывая, что он же смотрит сам, значит, он уже ничего не нарушает. Значит, а во-вторых, здесь можно выделить структуру каждой конкретной клетки с точки зрения Бога. Для Бога, вообще говоря, так как он может делать любые действия, совершенно, в общем-то, ну, скажем, по уровню, что ли, равности информации совершенно одинаково, на что смотреть и чьи события видеть. То есть одной клетки или там всего человека. Но если он видит события хотя бы одной здоровой клетки, ясно, что организм есть, да, счастливое действие или излучение счастья данной клетки. Поэтому как только вы научитесь, например, действовать именно по структуре всеобщего счастья в первую очередь, то вы увидите, что каждая клетка, она имеет вот эту вибрационную структуру именно всеобщего счастья. Когда вы, например, данное действие направите как бы внутрь системы мироздания, вы увидите, что есть центр, где создается именно счастье человека, где он принимает сам участие вместе с Богом причем. То есть он как бы очень плотно и одновременно работает с Богом в данном месте. Тогда ясно, что совместная работа учит тому, что
значит, вы в дальнейшем проще, да, начинаете уже действовать, проще работать, потому что когда совместно работаете с кем-то, тем более с Богом, естественно, вы быстрее научитесь. Поэтому вот старайтесь работать в счастливом действии и изначально из как бы центра организации человека, личности, да, при этом сохраняя совершенно в цельном виде, как личность, то есть не выделяя там отдельно душу, дух, сознание, именно как личность, работая вместе с Богом, вы можете очень быстро, прагматично, именно в счастливом действии научиться именно макроуправлению. И вот здесь уже ваше личное управление, это просто есть макроуправление и личное управление, это будет одинаковое одновременно. Делая что-то для всех, вы сразу же делаете для себя, но делаете точно. На этом я заканчиваю сегодняшний семинар. Спасибо большое за внимание.